Всем добрый день, дорогие подписчики и гости канала. Я вам всем очень-очень рада. Сегодня мы снова с вами продолжим работать с родом. Тема звучит следующим образом. Я с благодарностью впускаю гармонию и счастье в свою жизнь. Ну, как мы с вами говорили, гармония, она всегда есть в мире, во всем, да. И счастье это составное. Здесь же и здоровье, здесь ваши отношения, здесь ваше богатство, здесь ваше социальное, здесь ваша реализация. То есть все вот мы должны гармонизировать. Почему делаем через поколение? Потому что силу рода никто не отменял, силу поколений, где кто что-то там из наших прадедов что-то там не так сделал, нам это тоже передается, к сожалению, может быть, к счастью, и мы все это отрабатываем. И идея в том, чтобы люди жили свою жизнь, а не платили за ошибки предков, скажем так. Поэтому мы их снова вспомним, поблагодарим обязательно. Вот. Ну, а я ставлю таймер. Тему мы все записали, да? Я с благодарностью впускаю гармонию и счастье в свою жизнь. И пишем за 2 минуты первое, что приходит в голову. Готово? Поехали. Минута осталась. Заканчиваем. Разогрели с вами нейронные связи. Проделывая это упражнение, мы с вами активируем наши нейроны и пишем первое, что приходит в голову. Когда вы пишете первое, что вам приходит в голову, это говорит ваше истинное, вот самое-самое, что ни на есть глубинное в вас, да, ваше подсознание. Посчитайте слова, посмотрите на них внимательно. Я думаю, что, думая о гармонии и счастье в своей жизни, у вас очень много по опыту, знаю, всплыло слов, касающихся совершенно различных сфер вашей жизни. Да? И если где-то у вас было и здоровье, может быть, где-то избавиться от негатива, еще что-то, то есть это все нормально. Если какие-то негативные слова или страшные, не пугайтесь, это говорит лишь о том, что вам есть куда посмотреть, куда обратить внимание, и порой наши страхи, они оказываются просто необоснованными, да. «38». Что ж, теперь я попрошу вас нарисовать 7 кругов и каждый подписать. В разном порядке мы будем с вами рисовать круги, как солнечную систему можете ее рисовать. Можете
Ну, вот как вам захочется. И потом посмотрите, где вы кого на листе найдете. Я предлагаю вам начать с самого такого сурового, да, нашего поколения, с 7-го. Нарисуйте круг, где он, как вы себе его представляете. И также я вам расскажу. Сатурн, он в карте человека, в карте рождения, вообще такая очень, правда, тяжелая, загадочная, очень суровая планета. Он у нас отвечает за карму. Вот поищите на листе, где он, Сатурн. Можете вот так вот ладошкой примериться. Какой он по размеру? Примерьтесь. Может быть, кто-то из вас знает про периоды Сады-Сати. Это такие периоды, когда вот мы... В жизни у человека они случаются 3 раза, длится каждый период 7,5 лет, и человек после них выходит прям... Можно сказать, я бы это охарактеризовала, или заново рождается, или вот собирает все лавры. Достаточно тяжелые 7,5 лет. Боги даже боятся Сатурна. Если вы читали или слышали, я вам рассказывала про книгу «Величие Сатурна», очень рекомендую, она тоже хорошо гармонизирует. Итак, с Сатурном мы разобрались. Наше 6-е поколение, за него отвечает Юпитер. Это власть, авторитет, духовность, мировоззрение. Там собраны огромные коллективные эгрегориальные силы. Почувствуйте, где оно. Юпитер – планета больших денег. Ну вот в ведической астрологии Джьотиш, например, в нашей жизни огромное влияние на нас оказывают 9 планет. Точнее, планет 7, но еще 2 – это так называемые лунные узлы Раху и Кету. Вот, они могут прям очень много чего даровать человеку, вплоть до того, что мировую славу принести, но и есть такое выражение или поднять к небесам, или низвергнуть в преисподнюю. Почувствуйте каждый круг, можете их подписать. Я бы их даже поподписывала, если честно. Так, вот это вот у нас 7-й, вот это вот у нас 6-й. Что ж, 5-я. 5-я планета в нашем гороскопе, в нашем поколении – это Марс. Это наша сила воли, интуиция, энергия. Это умение достигать цели, это умение побеждать. Вот тут вот прямо она у меня. То есть, что мы делаем, делая эту работу? Мы гармонизируем полностью свою жизнь. Про дни недели я вам рассказывала. Вот почувствуйте даже, как вы себя, как меняется ваше ощущение, как меняются ваши впечатления. Если кто-то уже делал работы по силе рода, про энергии поколений, я думаю, знаете, тут работает как? Даже одна работа способна сдвинуть дела с мертвой точки. Итак, 4-е поколение у нас идет. Это у нас Венера, любовь, радость, материальные блага. Любовь к ним. Именно поэтому нельзя никогда говорить, зачем мне там красивые платья или бриллианты в кольцах.
вы ухудшаете такими ответами свое положение, положение своей Венеры в гороскопе, соответственно, положение всей жизни. Отказалась там от нарядиться красиво или еще что-то подобное сделать, тем более отказалась там от побаловать себя, как-то порадовать, да, вот именно удовольствие получить. Ну, получите за это по голове. Вот, поэтому лучше все-таки наслаждаться всем. Так, 4-я у нас планета. 3-й, Меркурий, молодой принц. Он отвечает за социум, за общение, за таланты, за возможности. Он такой молодой, талантливый. 3-е поколение — это наши бабушки и дедушки. В прошлый раз мы с вами обсуждали, что очень часто наблюдается, что у наших бабушек и дедушек были какие-то скрытые таланты. Может быть, они их реализовали, а если не реализовали, тогда это приходит к внукам. Поэтому обратите внимание. Можно так же, как мы в прошлый раз с вами обсуждали, гармонизировать вот свой род, если вы сможете узнать, чем занимались ваши предки, да, и как-то в качестве хобби, может быть, продолжить. Но я думаю, многие из вас и так увлекаются тем, что, может быть, вы даже не знаете, что там ваши предки этим увлекались. Но это прекрасно гармонизирует. Так, 3-е. 2-е. Луна осветила наше небо ночное. Круги могут пересекаться. Луна — это наша мама и папа. Луна — это чувственность, это эмоции, это интуиция, это ваши отношения. Деньги здесь же тоже будут, потому что мама у нас за деньги очень сильно отвечает. Семьи ваши, все равно они все здесь. Я имею в виду семьи, как построить отношения и все, все. Округляйте, если хотите, сразу же, можно все потом, конечно. Но вот прям почувствуйте каждый круг, я вам про него рассказываю. Прям прочувствуйте эти энергии. Очень важно прочувствовать все энергии. Если вы их не прочувствуете, точнее, если вы их прочувствуете, вы качественнее сделаете работу. Вы это делаете не в школе на 5, вы это делаете исключительно для себя. Все для себя любимых, именно потому что вы хотите изменить свою жизнь. Это рост, это развитие, это... Так, 2-е. Ну и осталось найти Солнце в этой Солнечной системе нашей. Вот тут вот горит вот так. Солнце — это центр Вселенной. Солнце — это я. Посмотрите внимательно на свои круги. Посмотрите и прочувствуйте. Самый первый круг под циферкой 1 – это я, один человек. Наши родители, здесь 2, мама и папа. Дальше следующий круг, 3, там уже 4 человека, бабушки, дедушки с 2 сторон. В 5-м круге у нас 16 человек, в 6-м круге у нас 32 человека и в 7-м круге у нас 64 человека. Вы представляете, какую колоссальную энергию вы сейчас почувствуете? Сразу говорю, будет тяжело тому, кто делает первый раз, не делал других работ никаких и еще ничего не проработал. Вот, но раз вы здесь, никогда не поздно начинать.
Пожалуйста, присоединяйтесь. Округлите все пересечения. Попробуйте прочувствовать каждый круг. Можете вот убрать звук и поговорить с ним, поговорить с каждым кругом, обратитесь. Все сферы, за которые он отвечает. Попросите у планет помощи, попросите у поколений поддержки. Потому что рвется там, где рвется все в жизни, там не просто так какая-то сфера страдает, рвется там, где тонко. И именно вот это вот тонко нужно гармонизировать и укрепить. Почему оно истончилось? Теперь я хочу, чтобы мы с вами прочувствовали вот эту вот нашу композицию, которая получилась, наши кружочки. Можете их как-то пронейрографировать. Потому что они все вместе, все едины. И знаю, все у всех бывает по-разному, но нельзя отказываться от того, что вам дано при рождении, что вам дано по праву рождения. Кто-то скажет, да были там наркоманы, алкоголики. Это их карма. Это их карма, и вы к ним не имеете ничего общего. Это значит, что они не проработали. И вам за их ошибки платить сейчас совершенно не обязательно. Попробуйте почувствовать, посмотрите, сколько в мире вообще, в мире в нашем родов, сколько из них исчезли, а ваш род выжил. Ваш род продолжает жить на этой планете. Обратите внимание, как и откуда идут линии. Может быть, кто-то представляет себе это как космос, как Вселенную. По вашему гороскопу в Джьотиш, например, астрологи ведические, они могут предсказать события, которые вас ждут. Но опять же, любой астролог, любой, да, он считывает, что дано по карме. Но это не обязательно случится. Потому что вы работаете, вы что-то делаете. Банально пошли к гадалке, чтобы вам там, я не знаю, нагадали, что вам хочется. Предположим, вам любви хочется. Она считывает одну из возможных событий в пространстве вариантов. Потому что ваша жизнь в ваших руках, а вот то, что действительно важно и ценно, это лично вы. И все ваши проработки, у нас сейчас там какой день челленджа уже идет, я вижу ваши результаты, и они вот фантастические. Я вам безумно благодарна за ваш фидбэк. Я вам благодарна за все ваши благодарности. И мне на карту по ссылочке, да, вы переходите. Я вас благодарю. Я вижу, как меняются ваши жизни. Это не скрытые какие-то знания, это все есть. Проблема в том, что люди это не делают. И я очень счастлива, что я сумела найти к вам, тем, кто меня смотрит, подход и сумела для вас стать тем самым проводником в этот мир познания себя. Мы свою жизнь создаем сами. И деньги в нашей жизни тоже притягиваем сами. Проблемы с деньгами — пошел маму проработал. Проблемы в отношениях — пошел папу проработал. Ну, еще, конечно, в идеале и Сатурн прорабатывать всегда. Все планеты нужно прорабатывать, их нужно просто гармонизировать, все поколения. Может быть, вы
Вы не поверите, как изменится ваша жизнь, если вы сумеете там добраться до самых тайн древа вашего рода, если вы сможете его создать. Очень много сайтов уже для этого создано. И огромное количество людей ведут свои генеалогические древа. Поверьте мне, такие люди процветают, потому что раньше люди, которые имели возможность вести генеалогические древа, они были только у богатых мира сего, да. И люди очень дорожили этим наследием, потому что, прорабатывая свой род в этой жизни, да, они улучшали качество своей жизни, и они улучшали заранее, уже можно так сказать, жизнь своих потомков. Почувствуйте эти планеты, посмотрите, может быть, почувствуйте эти кружочки, может быть, там, где у нас вот 5-й кружочек Марс, как вы его прочувствовали? Какой вы вообще, обращайте внимание сейчас, какой вы в жизни человек? Обладаете ли вы достаточной силой воли? Как у вас происходит достижение целей? Часто ли вы побеждаете, или вы себя в голове убедили, что вы лузер? Вот прям хочется мне сейчас прочувствовать мой Марс. Прилив энергии. Наблюдайте за саморефлексией, что вы испытываете. Может быть, щечки у кого-то горят, глазки плачут. Обращайте на все это внимание, потому что это действительно, я только сужу по своему личному опыту. Ну и по вашему читаю комментарии, вы сами все видите. Потому что это то, что действительно меняет жизнь, это то, что работает. И всегда вот наблюдайте. Август, он такой месяц, я вам говорила, что он считается месяцем голодных духов, да, и любое почитание предков своих, рода, оно вам столько позитивных изменений в жизни принесет, что я удивлена, если кто-то это еще не сделал. Действительно меняется все, меняется колоссально, фантастически быстро. Проработки рода, проработки родителей, они очень сильные. Но и не легкие, и тяжелые, потому что маленький. Это у нас кто? Третий, Меркурий, принц наш. Посмотрите, сколько линий, как гармонично все у меня тут складывается. Даже вот не знаю, куда еще повести. Не забывайте дышать, почувствуйте. Вот они, мои таланты. Тоже, как открываются таланты. К вам это придет. Если еще не пришло, если уже не занимаетесь, может, что-то новое узнаете после этой работы, чем-то заинтересуетесь, что-то станет вашим хобби. Возможности какие-то появятся, общение. Потому что мы все с вами живем в социуме, и нам нужно после того, как мы получили какие-то знания, какую-то энергию, да, мы куда идем? Конечно же, мы идем в социум, мы возвращаемся к людям. Чувствуйте все энергии. У меня уже спокойствие, это не первая работа. Попробуйте почувствовать всю любовь, поблагодарить. Знаете, бывают люди, где у нас второй круг, вот он наш второй круг, посмотрите, сколько линий. Бывают люди, которые прям зачаровывают, ты не можешь оторваться от общения с ними. Такое тоже бывает. Это вот все ваша
Луна, соединенная с Меркурием, социум, общение. Прочувствуйте каждый круг, прочувствуйте энергию. Может быть, это именно здесь вы найдете ответы на свои вопросы. Потому что все ответы уже давным-давно внутри вас. У вас бы не возник вопрос, если бы вы не знали ответ. И каждый человек, он индивидуален. Вам никто, кроме вас, ничего не подскажет. Карты Таро, например, они подскажут вам варианты развития событий. Но как это все пойдет, это зависит только от человека. Сатурн. В книге «Величие Сатурна» там просто космическая история, когда у одного из богов пришел период Сады-Сати, он ушел на дно реки, спрятался. Все боятся, чтобы Сатурн не обратил свой взор на них. Но он обращает. Считается, что первые у человека в жизни 3 Сады-Сати. Первый наступает, когда человек еще молод. В этот период он может, считается, так, потерять там, может быть, как-то здоровье пошатнется бабушек, дедушек. Второй период могут уйти родители или какие-то проблемы, это достаточно жесткая кармическая отработка. Вот, а третий период он может сам пошатнуться как-то здоровье. Вот, поэтому почувствуйте. Вот видите, у меня даже не особо много линий. Я очень много работала со своим Сатурном. У меня, благо, закончился Сады-Сати. А многие просыпаются знаменитыми после Сады-Сати. Вот сначала, условно говоря, такие жесткие периоды, испытывает нас Сатурн. Все дает по карме, но опять же, дает не только плохое. Не бывает плохих планет, хороших, не бывает плохих предков или хороших. Плохое и хорошее — это то, что люди сами дали характеристику. Вот, и он у меня достаточно мягкий. А вот второе поколение, посмотрите, у меня все достаточно сильно в линиях. Как можно больше нейрографических линий. Чем их больше, тем лучше результат. Так считается. Но ваша главная задача понять, что гармонизируя все планеты в своем гороскопе, гармонизируя сейчас через планеты своих предков, вы улучшаете свою жизнь. Упаи очень многие делают. Это хотя бы можно носить одежду по цветам недели. Это очень сильно гармонизирует, очень сильно помогает в жизни. Получить благосклонность и хорошее качество той или иной планеты. Опять же, можно сейчас поблагодарить всех своих предков. Я вам перечислила, сколько человек в каждом поколении. Линии мы продолжаем в социум, потому что мы с вами живем в социуме, и после окончания мы с вами пойдем общаться с людьми, мы с вами пойдем в социум, мы с вами пойдем к людям. Мы с вами с людьми строим отношения. Мы людям показываем свои таланты. Мы у людей учимся. Мне достаточно линий, мне очень-очень хорошо. Ну что, приступим к цвету. Кстати, совсем забыла вам сказать.
совсем забыла вам сказать, только я хочу единственное. Можно я возьму зеленый маркер? Ну, пришел зеленый, я не знаю, посмотрите, что вы уже нашли. Вот видите, здесь полкруга провести. Отвечаю на вопрос, почему я взяла зеленый маркер. Зеленый просто так. Почему я взяла, вот рука взяла. Почему я стала тут, цвет поменяла? Потому что я захотела. Пожалуйста, слушайте себя, не слушайте. Вам не надо повторять точно то, что делаю я. Вам нужно услышать себя. Посмотрите, где еще ресурсы вы видите. Где ваше счастье? Где ваша гармония? После того, как вы сгармонизировали все, посмотрите, где что еще у вас получается. Я искренне верю, что многие из вас будут испытывать легкость после этой работы. Она такая легкая, тут огромное количество линий, тут сглажены все углы. И тут, ну, все хорошо, и все прекрасно. Вот тут вот где-то еще просится. Поколение мы с вами сгармонизировали. Округлите, если круги где-то свои ресурсы пересекаются. А поколение-то мы с вами сгармонизировали. Посмотрите, сколько у вас повыходило всяких восхитительных побед. Потому что мы и планеты сгармонизировали, мы все сейчас сгармонизировали. И посмотрите сразу, как меняются ощущения, как меняется жизнь, как появляются ресурсы. Проработка — это очень важно, мы все равно люди. И знаете, как говорит мой психотерапевт, очень хороший знакомый, уже много лет дружим. Семья — это главное. И какими бы они ни были, они ваша семья. И если есть возможность испытать к ним благодарность, испытать к ним любовь, они отдадут вам всю поколениями накопленную энергию, силу для воплощения ваших желаний. Семья все-таки это то, ради чего стоит жить, и семья всегда дает нам колоссальную поддержку, колоссальные ресурсы. Что ж, я приступаю к свету. Марс у нас красный, почувствуйте прям его. Можете прям по цветам распределить, как вам вот хочется. Почувствуйте все энергии. Вам должно быть хорошо сейчас. Вы должны получить всю ту благость, все качества, нужные для счастливой жизни. Почувствуйте каждую планету. Посмотрите, как энергия Марса, да, 5-го поколения заходит на меня, как она на меня влияет. Но в данном случае в моей работе. Посмотрите, как вы цвета ведете. Так, с чего я хочу? Я хочу
синий взять, самый загадочный, пожалуй. Ну, синий, черный Сатурн. Все характеристики по дням недели, по планетам я давала в телеграм-канале. Не помню когда, можете прямо в поисковике поискать. Оно все придет, всплывет. Можете, знаете, что можете? Можете, если хотите, Сатурн черный взять какой-то. Вот синий у меня потемнее есть. Я, конечно, понимаю, что вы можете мне сказать, там, чтобы гармонизировать планету, тот же самый род, вот там можно аскезу держать, да, ну на каждую планету есть одна из упай держать пост, но они никогда не делаются все вместе, ну потому что когда же вам есть даже, да, банально надо. Поэтому все планеты обычно либо вы прорабатываете вот род полностью сразу в целом, как там сила рода, да, или же если вы прорабатываете конкретную планету, тогда вы работаете там 40 дней, ну, зависит от того, над чем вы работаете. Посмотрите, как синий ушел на меня. И пошел дальше в будущее. Вы помните, мы с вами обсуждали, если вот так посмотреть, то здесь у нас прошлое, здесь настоящее, здесь будущее. Почувствуйте все это. А мы с вами в прошлый раз обсуждали, что предки, да, в четвертом поколении, если вот они у вас хорошо зарабатывали, в четвертом, если они у вас хорошо зарабатывали, научились делать что-то, может быть, да, прекрасное и иметь от этого доход, то вам это по карме передается. Да, и вот у меня тут идет моя карма дальше куда-то. Почувствуйте, может быть, еще где-то вам хочется синего цвета добавить. Что затрагивает? Наблюдайте за своими ощущениями. Карма — это не всегда плохо. То, что вы сейчас в очередной раз обращаетесь к своим предкам, благодарю вас, дорогие мои предки. Вы тем самым только улучшаете свою карму. В августе мы почитаем предков. Это считается намного выше, намного сильнее проработка, нежели в какие-то другие месяцы. Так, ну белого нет, серый, луна. К луне пошло у меня все. Молочный такой цвет, просто не будет видно, да, если белый будет. Прям хочется всю закрасить, видимо, очень нужна гармонизация. Можете сказать там благодарю маме, папе, можете сказать прости меня, пожалуйста, я прощаю тебя за все. Я люблю тебя, я благодарю тебя. Ярко все так получается. Голубенький, ну, зелененький, можно, я бы сказала, зелененький я бы сделала Меркурий в данном случае. Можете прям полностью одним цветом заходить на всю планету, на все поколение.
да, могут накладываться друг на друга. Пусть у вас будет многослойная работа, пусть она будет красивая. Делайте так, как вам хочется. И знаете, что я вам скажу? Я вот этот круг очень хочу сделать зеленым. Ну, тут явно какие-то деньги пришли. Деньги, деньги, деньги. Так, четвертый у нас Венера, любовь, розовый цвет. Наши прабабушки, наши прадедушки. Любовь самое главное в жизни. Любовь то, ради чего стоит жить. Когда вы будете на все смотреть из состояния любви, когда вы сумеете поймать в себе вот это вот чувство сострадания, любовь, благодарность, тогда и все будет прекрасно. И здоровье, и дети, и деньги, и реализация. Ну вот прям все, все, все. Поэтому Венеру нужно гармонизировать, нужно обязательно. Украшайте себя по пятницам, обязательно балуйте свое тело. Ну, так считается, можете ванну с молоком, медом принимать, лепестками роз или аромамаслами. Балуя свое тело, вы заряжаетесь. Точно так же, как там в день рождения особенно важным всегда считается побаловать свое тело, потому что это праздник тела, это праздник вас, вы родились. И смотрите, как у меня Венера везде распространяет свою любовь. Карандаши ломаются, маркеры. Обращайте просто на такие вещи внимание, где на чем. Куда-то любовь вот не хочется, может, давать. Все это многослойно, красиво, важно, интересно. Марс еще мне хочется. И, конечно же, так, шестой у нас Юпитер. Деньги. Забыла про деньги, я и про деньги забыла. Как такое возможно? Юпитер у нас желтый, оранжевый. Планета Юпитер, она вообще планета расширения. Там, где Юпитер, там как бы это сказать, и стол праздный, знаете, вот, и всего полно. Поэтому с Юпитером всегда нужно быть аккуратным, чтобы он там веса вам не прибавил. Но при правильном понимании вещей вам никакие такие проблемы не грозят, я уверена. Вот, где-то здесь еще плоды Юпитера. Власть, авторитет, духовность. Юпитер, он еще и гуру называется, учитель. Поэтому вот духовность, даже вот побольше мне хочется сделать вот эту вот мою планетку. Да даже, знаете, вот здесь вот она, ресурс, который я получаю, гармонизируя Юпитер, гармонизируя свое шестое поколение.
Интерпретация будет правильной тогда, когда вы ее поймете. Только вы можете знать ответы на все тайны. Вам что-то в детстве бабушка с дедушкой на ушко шептали. Вам все рассказывали. Все ответы есть внутри вас. Вам не нужна я, вам не нужен гадалка и какой-нибудь астролог. Все это уже давным-давно есть. Не забудьте округлить, да, сразу. Чтобы все было идеально, чтобы все было гармонично. У кого-то чувство такого облегчения. Род, представляете, сколько это поколений. Может быть, кому-то сейчас будет нелегко вот в плане лень, усталость. Это тоже нормально. Но, мои дорогие, вы проделали просто колоссальную, фантастическую работу, которая, поверьте мне, принесет вам свои плоды. Солнышко наше, конечно, солнышко озаряет все своим теплом. Я и есть солнце, я центр вселенной. И вот знаете, я даже сейчас, когда вы думаете о себе, посмотрите сразу, как вы вообще все гармонизируете в своей жизни. Так, цвет я возьму поярче. Посмотрите, как Вселенная играет яркими красками вокруг. Посмотрите, сколько всего, сколько различных событий вокруг вас проявляется. Вы не все видите, вы не можете все видеть. Память, она удивительная штука. Половину того, что вы помните из детства, это придуманное. К сожалению, это придуманное. Кто-то не помнит, кто-то что-то скрывал, потом информация затерялась, потом вроде вспомнила, человек с ума сошел, еще что-то такое, еще. Поэтому просто чувствуйте. И я хочу взять, красный я хочу взять. Я просто сейчас пронейрографирую, оставлю белым. Так вот мне захотелось. Можете, не хочется цвета добавлять, боитесь перегрузить работу, вот как я сейчас. Можете просто вот прям ресурс какой-то, и даже настолько все ярко вокруг, что не хочется что-то добавлять. Вы согласны? Знаете, может быть, вы обращали внимание, очень часто кармы у людей повторяются, судьбы повторяются, переплетаются. Если отец, например, да, имел жену бывшую, да, то сын может иметь там бывшую жену. Отец имел ребенка от первого брака. Вот ситуация снова проиграется. Если там переезжали в детстве дети, да, то человек, когда вырастет, и у него будут его дети в этом возрасте, тоже все снова проиграется. Еще раз, ну что, у меня как-то так все получилось. Пожирнее я все сделаю, не волнуйтесь. И я хотела бы, единственное, я хотела бы вот этот вот круг себя, Солнце, Вселенную, еще чуть-чуть пронейрографировать.
Вот так вот мне все теперь нравится. Вот. Так, я предлагаю провести линии поля. Смотрите, может, вам какой-то другой цвет придет. Кто бы сомневался. Помните, я вам рассказывала, как раскачивать энергию? Закройте глазки, представьте, что сверху на вас, в самую вот макушку, в верхнюю чакру, входит такой ледяной поток энергии, как будто лед, да, и все тело начинает прям морозить, он проходит вниз и выходит в самом низу. И вы как бы подвисаете на этом потоке. И в тот же момент, когда вот вы ловите вот это ощущение ледяного потока, вы чувствуете, как горячий, огненный, яркий, красный поток входит в нижнюю чакру и выходит на самом верху. И вот попробуйте зависнуть на двух этих потоках, на нисходящем и на восходящем. И вот из этого состояния ведите линии поля. Прибавляйте энергии своей работе. И еще. Это, пожалуй, моя первая работа, но не первая, где я вообще не иду по линиям уже существующим. Видите, как еще энергии добавляешь, еще хочется. Это нормально. Делайте то, что вам хочется. Дышите. Мне очень хорошо. И фиксация, что вам хочется. А вот она, моя фигура фиксации. Какой-то ресурс, какое-то что-то невероятное, то, что я найду, что раньше было скрыто, какой-то подарок судьбы, подарок моих предков, какое-то счастье, что-то, что доставляет мне счастье. Сделайте прям пожирнее. Можете линии поля еще раз пройтись. Округляйте, пожалуйста, все пересечения, которые образуются, чтобы все было гармонично, чтобы все было спокойно, чтобы все было хорошо. Вы абсолютно уверены, вы счастливы, вы гармоничны, все у вас прекрасно. Вот, маркер скрипит. Ну что ж, все пересечения тоже мы округляем, а я не буду занимать время в эфире. Я вас благодарю за просмотр. Я вам желаю счастья. Ставьте лайки, пишите комментарии, подписывайтесь на канал, чтобы не пропустить выпуск новых видео. А также, пожалуйста, делитесь своими успехами, своими достижениями в комментариях. Это помогает другим людям понять, как работать с собой, со своими желаниями и как сделать свою жизнь лучше. Ну а если вы хотите поблагодарить меня за классный контент или угостить чашечкой кофе, все это есть в описании под видео. Всем классного дня, пока!